Представители знака зодиака Скорпион, приветствую вас на канале Таро Эспирационе. Ноябрь 2023 года, первая половина ноября. Любовь и деньги. Ну и не только, потому что 4 числа это позитивный для всех, для нас момент. Сатурн переходит из ретро-движения в прямое, хотя еще начало месяца может быть несколько сложным в эмоциональном плане, но уже с 4 словно что-то постепенно отстраивается. Это в целом завершается, видимо, как октябрьские какие-то события и связанные с коридором затмения, какие-то, может быть, непонятности, а здесь в целом больше ясности наступает. Но есть еще, если мы говорим любовь и деньги, Венера в весах с 9 числа, и кто-то, опять же, прочувствует раньше. Венера именно в весах, хоть и управляет двумя знаками зодиака, и помимо весов есть еще и телец, но телец больше прагматик. А весы – это чувство. И здесь какое-то чувство нас может захватить. Даже, знаете, как обновление отношений в паре, даже если вы живете длительное время друг с другом, и уже, казалось бы, нет ничего там нового, а вот какой-то момент, может быть, в ваших отношениях, или это, как, знаете, новая алхимия близости все-таки по Венере в весах. В этот период прекрасно прояснить, может быть, те отношения, которые на долгое время, ну, с какими-то недоразумениями складывались. Или, знаете, есть еще такой момент, когда мы можем вот те разговоры, которые глубокие, серьезные, когда, ну, где-то страшно выносить на поверхность какую-то тему, и тем не менее, вот мы замалчиваем, такое бывает. А вот здесь, по Венере в весах, мы как раз можем в спокойной обстановке что-то проговорить. И вот эту самую ясность, еще благо Сатурн нам как будто помогает внести, может быть, и в те отношения, которые сложные отношения. Или что-то, как вопрос, уже давно назрело, может быть, в вашей жизни, но вы тоже откладывали на потом. Вообще, после сложного периода октября и коридора затмений, предыдущих, может быть, до октября месяцев, постепенно все будет вставать на свои места. Ну, давайте мы посмотрим. Сегодня у нас колода Золотого Таро. Главное событие. Мы достанем 3 карты. Как будет характеризоваться для вас главное событие вот начала месяца, или события ближайших дней, может быть, ближайшего дня, события ближайшего будущего, мои дорогие скорпионы. Давайте будем смотреть. 5 мечей. Правда, у кого-то может проиграться какая-то ссора по этой карте. Это то, что уже случилось. Это не теперь. Может быть, знаете, как ссора произошла или недопонимание произошло. У нас бывают какие-то ссоры, недоразумения с людьми, но людей мы из своей жизни исключить не можем. Есть, конечно, часть людей, которые мы можем проигнорировать, но мы живем в обществе, и если вопросы касаются просто социума или, допустим, нашей работы, на что-то мы влиять не можем. Хотя по 5 мечей ведь это пирова победа называется. То есть мы одержали в чем-то победу, да? Она нам далась какой-то или трудной ценой, что мы не чувствуем вот этого вкуса победы, либо мы победили, но как-то нам это тоже улыбок не прибавило. Видимо, главное событие, может быть, и правда вам на повестке дня, как будто надо с кем-то либо, ну, где-то примириться, найти общие точки взаимопонимания. А тут, правда, планетарно. У нас еще Уран и Юпитер будет до конца года в знаке зодиака в Тельце, да еще и в ретро-движении. И какие-то истории из прошлого будут неизбежно о себе напоминать. Может быть, мы и не хотим кого-то видеть, а он все равно в нашей жизни словно воскреснет, появится. Поэтому, когда есть какая-то как минимум нейтральная обстановка, это всегда лучше, чем какая-то конфронтация. Это не значит, что мы должны согласиться абсолютно с мнениями других людей, а себе где-то наступить на горло собственного
собственные песни. Нет, но сохранять свои позиции, может быть, сохраняя нейтралитет, будет важно. Какую-то важно не увеличивать дистанцию, понимаете? Карта, если как совет идет, она все-таки нам говорит о том, что тебе это не принесет какого-то эмоционального вдохновения, удовлетворения. То есть, ну, что-то тебя, как конфликт, не порадует. Давайте события ближайших дней. То есть о себе он может напомнить просто человек или какая-то, кстати, ситуация. И вот надо завершить что-то. Смотрите, как у вас выпадает старший аркан, 13-й. Но здесь, наверное, как по Плутону. То, что у кого-то может быть сложные, правда, отношения в паре. И тогда нам карта говорит о том, что вы будете что-то менять. В любом случае, 13-й старший аркан – это карта трансформации. Что-то не будет как прежде. И именно та ситуация, которая у вас проигралась, возможно, мои дорогие, с каким-то недопониманием, конфликтом, отчуждением. Или когда мы не смогли проговорить что-то очень важное, замолчали. А вот здесь как раз по Венере в весах у нас есть возможность через дипломатию отстоять свою точку зрения. Понимаете, не жесткий какой-то вариант, а когда мы излагаем свою позицию, ну, наверное, в спокойной какой-то манере, может быть, для особо непонятливых нам придется это сказать не один раз, но мы как будто должны быть поняты. И даже если что-то либо в отношениях, либо, может быть, касается вопрос работы, мы как будто завершим, не должно остаться вот этой оскомины или какого-то тяжелого послевкусия, что мы потом не хотели бы даже сталкиваться, например, либо с этим человеком, либо с этой организацией. То есть не создать себе каких-то проблем немножко на будущее, завершить словно эту трансформацию. Хотя побудительный мотив была какая-то, может быть, история, когда мы кардинально разошлись во взглядах или в каких-то принципиальных позициях. Но есть еще и такой момент, что просто любое какое-то событие или вот планетарно это может быть окончание какого-то сложного периода. Хотя для вас, мои дорогие скорпионы, в целом планетарно период как раз не такой уж и плохой для вас. Он больше со знаком плюс. Ну, может быть, какая-то неизвестность или когда то, что было за кадром, как будто уже заканчивается. Какие-то сомнения, может быть, заканчиваются. И есть возможность расставить все по местам. Больше определенности. События ближайшего будущего. Вот посмотрите, у нас выпадает 8 мечей. Это то, чего нет. Девушка с закрытыми глазами, завязанными даже. И нет никаких ограничений. Веревка, которая так как будто накинута ей на плечи, она ее совершенно не удерживает. Но вот этот холод, вот этот снег, лед, стужу какую-то, которая изображена на карте, это она заглядывает вглубь себя. Это она видит где-то в своей душе. Вот тут у вас заканчивается, мои дорогие скорпионы. От вас будет зависеть многое. Посмотрите, как карты вам говорят. У вас есть шикарная возможность завершить вот эту какую-то первую победу или какое-то недопонимание, недоразумение. Может быть, установить, ну, какой-то контакт необходимый с людьми, пусть даже в минимуме. И одновременно избавиться от каких-то сомнений, страхов, от каких-то недосказанностей, неопределенностей, от каких-то, может быть, качелеобразных состояний. Одним словом, завершается как 5 мечей, так и 8 мечей. Давайте мы спросим. Неожиданные события. Мне очень интересно. У скорпионов всегда что-нибудь бывает эдакое. На первую половину ноября. Неожиданное событие. Какое? О, 9 кубков. Это вот, видимо, то, что вы получите. У вас, правда, очень продуктивный период. Здесь вопросы... Вообще, это карта эгоиста, я ее так называю, чтобы сразу, да, понять, какая канва у нас будет. И у нас все есть, как будто по этой карте. И больше на сохранение, правда. Может быть, на сохранение собственных позиций. У кого-то не нужно обострять конфликт, чтобы себя не подвергать какому-то буквально риску. Не сеять, может быть, завистников или недругов. Тут тоже будет для вас важно. Да, здесь по этой карте 9 кубков. Мы на своей волне. От начала до конца. Как будто
есть такой мотив, что мы не нуждаемся как будто даже ни в чем и ни в ком. Потому что в материальном плане как будто у нас все, ну, в порядке. Об этом нам говорит карта. Или есть возможность сделать так, как я хочу. Но вот этот темный фон, который изображен на карте, он как будто не оставляет для нас, ну, таких вариантов, когда нам кто-то нужен. Вот я надеюсь, этот момент не для всех далеко проиграется, но тем не менее, больше ведь нам, посмотрите, тут как будто словно Мадонна с младенцем изображена. И здесь достаточно древние изображения в этой колоде используются на самосохранение, правда? Вот так. И что-то мы не должны для себя сделать через эмоции плохо, чтобы где-то свою уверенность нарушить. Видимо, будет возможность как раз завершить, как вот я сказала, как и конфликт, так и погасить, может быть, недопонимание в любой сфере жизни. У кого-то это может проиграться в заработках, по работе, в каком-то виде деятельности, а у кого-то это может одновременно быть и с деньгами история. Но вообще нам говорят, деньги будут, потому что это в первую очередь карта благополучия, финансового успеха. А что нам будет помогать? Приятные события. Опять про деньги. Вот интересно, смотрите, изображена лемниската, и это 2 пентакля. И как будто, с одной стороны, да, карта говорит, не время тратить деньги. Но вот как будто что-то очень заманчивое по деньгам у нас может получиться. Как новый проект. Нам, может быть, придется делать выбор. Может быть, есть какая-то тема, которая вас, в принципе, интересует. У кого-то это могут быть сомнения, стоит ли в этом участвовать. Так вот, если что-то новое приходит, и по этой карте мы как будто должны попробовать. Конечно, мы не должны рисковать собой. Мы не должны нарушать закон. Все должно быть где-то просчитано, но это карта новых возможностей. И именно по деньгам она обещает уже как будто этих возможностей до бесконечности. Что-то заканчивается. И неизбежно после старшего аркана это, как, знаете, новый какой-то ваш план, может быть, действий или какой-то тактики, стратегии. Тут тоже по 2 пентаклей может быть. Есть какая-то нерешительность в этой карте. И с одной стороны, ну, значит, мы это можем как раз от этого избавиться. С другой стороны, все-таки 2, карта дуальности, и нам еще раз дополняют отчасти о том, что мы должны быть дипломатами, чтобы, опять же, что-то вот из 2 пентаклей сделать впоследствии 10 пентаклей. Давайте мы спросим карту совет. Карта жадины. Вот все сохраняй, буквально. Все то, что уже, допустим, как ваш статус, или то, чего вы добились на поприще бизнеса, если меня смотрят. Или, может быть, это касается конкретно денег. Нам и говорят, как будто деньги есть, и 2 карты говорят о том, что деньги не тратим. Вот легким на подъем быть, прекрасно. Пробовать себя в новом деле, шикарно, долго не сомневаясь. Но и не строя где-то, как и иллюзий далеко идущих планов тоже. И, видимо, какая-то экономия, или когда мы что-то не купим, или в чем-то не проучаствуем именно в деньгах. Как будто, смотрите, у вас 13-й старший аркан и 2 пентаклей. По этой карте, пусть не в этой колоде, но нам говорят, что ничто так не постоянно, как перемены, значит, еще что-то будет меняться. И несмотря на то, что, ну, вот ноябрь, первая половина ноября достаточно стабильно, то есть деньги к нам приходят, но их как будто нужно рассчитать на последующий период. А давайте я теперь спрошу, если мы заявили любовь и деньги, вот с деньгами-то у нас все понятно, а что же про любовь? Ни одна карта нам про любовь ничего не сказала. Конечно, это могут быть какие-то выяснения отношений, такое может быть, причем не именно вами инициируемо, а может быть это кому-то захочется, мои дорогие скорпионы, внести ясность. Итак, что же с любовью? Ну, увы, сказать ничего конкретного не могу, потому что выпадает карта отшельника, как будто я на своей волне, и пока нет того настроя, чтобы что-то форсировать или строить какие-то, если мы говорим, новые отношения. Здесь карта мудреца, видимо, в первую очередь нас карта к мудрости призывает. И у каждого как-то по-своему проиграется период в личной жизни. Давайте я достану для тех, кто в паре.
Для тех, кто в паре. Могут быть вопросы переезда, могут быть вопросы в паре. Если вы на расстоянии, то тут вы как раз будете продумывать варианты, как быстрее, может быть, встретиться. Если вы, допустим, человек семейный, может быть, к вам кто-то приедет, или вы куда-то отправитесь. Тут, правда, у вас какой-то новый задор, может быть, или новый интерес. По шестерке мечей у нас всегда проходит эта карта заслуженного успеха, но это то, что мы как будто отправляемся от прежнего берега. Есть какая-то реальность, которая у нас уже, увы, не повторится. И мы как будто должны, как и по 13-му аркану, оставить что-то позади. У кого-то обстоятельства, может быть, и непреодолимой силы, когда время принимать какое-то важное решение. Дорогу осилит идущий, но как будто успех уже нам какой-то карта гарантирует. У кого-то это может проиграться, что вы меняете работу. Может быть, релокация вашего офиса. Вам нужно переехать. И тогда с вами поедет семья, или вы будете как минимум планировать. Для кого-то из вас это по семье еще могут проиграться. Почему я про работу? Потому что все-таки больше мечей, дела, работа, бизнес и деньги опять. Но, видимо, с вашей семьей будут какие-то варианты, как заработка или перекликаться как-то семейные вопросы. Так и, например, вашей занятости, графика работы. У кого-то это может быть, как раньше ходил в офис, теперь перехожу на удаленную работу. Или, допустим, наоборот. Или когда я окончательно решаю себя именно пробовать в каком-то своем ремесле, хобби, что-то монетизировать. Вот для кого-то проиграется и так. Но карта, я повторюсь, заслуженного успеха. Давайте мы откроем для тех, кто в сложных отношениях. Хочется раскрыть личную жизнь. Правда, есть возможность. Посмотрите, карта «Праздник после победы». Вы со всеми, если только захотите, можете договориться. У кого-то это 13-й аркан как раз может проиграться, что мы разобрались во всех деталях, которые прежде мы не проговорили. Вот эти глубокие разговоры, взаимопонимание можно как раз установить, закопать топор войны. Или принять какое-то важное Соломоново решение. Для вас все возможно. Причем, знаете, мои дорогие скорпионы, если вы помиритесь с человеком, вы потом собой останетесь очень довольны. И будет для вас важно, как будто не возвращаться назад, не вспоминать это прошлое, не ворошить что, знаете, как будто как мусор нужно просто выбросить из вашей жизни и больше не оглядываться назад. Отчасти нам вот карты как раз об этом говорят. Давайте мы посмотрим, как же на вас Венера для тех, кто один или одна влияет. Ну вот нам еще выпадает девятка мечей. Это карта внутренних сомнений, страхов. У кого-то может быть история прежняя со знаком минус, и теперь просто не хочется выстраивать что-то заново. А почему? Вот интересно. Эта карта то, чего по сути дела нет. Нам говорят, открой глаза. Реальность совершенно иная. Вам это не свойственно. Знаете, у кого-то это может быть связано с тем, что, к примеру, может быть какие-то вопросы, которые связаны не лично с вами, а с вашим родственником. Или какие-то воспоминания, сожаления о человеке, который, он еще жив в вашей душе. Вы его не можете отпустить. Он для вас очень много значил. У кого-то это проиграется в личной жизни, может быть, да, или какие-то, может быть, как сомнения, и где-то через эмоции вас это может, но на первую половину ноября это не такой уж большой срок, 2 недели, но может превалировать будут мысли о том союзе, который когда-то был, и по какой-то причине, не получилось. И правда, может быть сожаление. Я бы сказала, если вы приходите к выводу, те, кто один или одна, что прежний союз для вас значил что-то очень большое. У нас карта императрицы. У кого-то это может, правда, родственник проиграться, и какие-то события, связанные с ним. Причем с мамой, например, да, или, тут неважно, с человеком, который значил для вас очень много. Или это могла быть, допустим, ваша супруга. Для кого-то, пусть это человек нам представлен, все-таки не император, а императрица. И вот если меня смотрят девушки, женщины, может быть, это прежние отношения. Был у вас такой партнер,
который был более чувствителен. Не как император жесткий, а тот, который вас мог понять. И что-то как будто распалось, и вы можете сожалеть. О чем? Я к чему все клоню? Что у вас выпадает шикарная карта «Праздник после победы». Как будто в первую половину ноября, мои дорогие скорпионы, если есть человек, который важен в вашей жизни, если вы это умом где-то так хладнокровно понимаете, то примириться как будто есть, ну, 100% возможности. Если, конечно, человек свободен, тут у каждого своя ситуация. Но если занят, то тут сложно будет, понятно, что-то изменить. Но если вы как будто можете завершить не прежнее недоразумение, поставить в точку в чем-то и все же попытаться найти взаимопонимание и быть счастливым. Не могу сказать, что это именно новое знакомство, но как будто личную историю вы все равно можете изменить. Вот здесь у каждого по-своему. Поэтому перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы и любимы всегда.